Здравствуйте, дорогие мои любимые зрители! Вы снова на Мальфаровой свече. И благодарю вас за то, что вы всегда приходите ко мне каждый день. Прошу вас поддержать это видео и мой канал лайками, комментариями, подпиской, если кто-то еще не подписан. И давайте мы с вами рассмотрим снова ноябрь. Итак, какие события важные, кардинальные будут ожидать нас с вами в ноябре? На что обратить внимание, да? Какие подсказки мы получим сейчас от мироздания? Это очень-очень важно. Так. Первый образ, который приходит, вы знаете, легкая-легкая бабочка, порхающая, как вдохновение. Вы знаете, возможно, кого-то действительно, что называется, муза посетит, да? Кто-то там, вы пишете стихи, да, напишите какое-то шикарное стихотворение, да, или музыка, или рисуете вы, или что-то вы создаете. Вот. Но также это, в принципе, показывает нам, вот эта бабочка, да, что вам станет на душе легко. У кого-то пройдут какие-то душевные боли, а может быть даже и физические, да, когда вот просто становится легко и хорошо и на душе, и вокруг, и люди кажутся хорошими, и добрыми, и прекрасными. Вот такой момент идет. Так, другой образ тоже здесь есть. Смотрите, как будто есть какая-то крыса, которая сидит на привязи, да, как на якоре, как заякоренная какая-то крыса. Это, конечно, проблема какая-то, да, которая никак не может, от которой человек никак не может отцепиться. Дело в том, что эта крыса, она срывается с этого якоря, она убегает. Она довольно счастлива, что убежала, естественно, и вам это очень хорошо. То есть какие-то длительные, которые прицепились к вам, какие-то проблемы, вот которые давно как-то вот что-то цепко так были рядом с вами, да, вот они будут уходить. И здесь вы будете очень-очень радостны и довольны, и счастливы. Так, естественно, здесь могут быть какие угодно проблемы, да, и безденежье там, или работы не было, да, какие-то проблемы, какой-то, не знаю, враг. Я считаю, что ну, враг это очень громкое слово, да, я надеюсь, не у всех они есть, но бывают же такие люди, да, от которых прямо думаешь, боже, ну куда бы ты вот ушел бы, куда бы ты потерялся, да, чтобы тебя не было на моем горизонте. И вот так вот оно и произойдет. Так, дальше. Вот здесь идет двойная выгода какая-то, знаете, такое ощущение, как будто у кого-то есть светлая голова, то есть ваши мысли, да, ваше образование, вот что-то, эм, что-то такое, что именно ваше. Вы это добыли, да, это вот образование хорошее, скорее всего, какое-то обучение. А может быть, есть люди такие, что и, как говорится, самоучки, да, что очень много вы за что не возьметесь, все у вас получается. Вот, руки золотые, допустим. Это может касаться и мужчин, и женщин. Здесь, скажем так, вам еще добавляется, вот почему здесь двойное такое идет везение, что действительно вам идет удача, вам идет везение. То есть вы окажетесь в нужном месте в нужный момент. Если вы что-то умеете там руками делать шикарное, да, кто-то, значит, это узнает, увидит, предложит вам, может быть, шикарную какую-то работу, да, вашу прекрасную реализацию. То есть двойное везение идет. Вот. Ну вот для тех, конечно, кто м, уже как бы чем-то обладает. Вам есть чем поделиться с этим миром, с человечеством, скажем так. Да? И, наконец-то, этот мир заметит вот эти ваши умения. Вот. Новый человек появится в вашей жизни. Вы знаете, человек идет с добром, с чистыми мыслями, с чистым сердцем, с желанием быть рядом. Здесь могут начаться отношения с дружбы. Вот просто люди очень подружатся, понравятся друг другу. То есть оно в глубине души сразу вы почувствуете нечто большее, чем дружба. Но проявляться может начаться с дружбы, да, проявление. Это могут быть люди на работе, например, да, знакомятся, приходит новый человек к вам в коллектив. И вам так с ним легко, так с ним классно общаться. Какой приятный человек. И как бы незаметно для себя и влюбляетесь, да. И это идет, ну, это идет взаимно, насколько я вижу. Так. Здесь еще откроются новые какие-то возможности для человека. Возможности, либо одна возможность, когда они не были раньше для вас открыты, а теперь будут открываться.
Ну, опять же, смотрите, это у нас, ну, и хороший какой-то коллектив. Может быть, перемена будет, перемена начальства. Например, предыдущий начальник не замечал ваших талантов, да, а новый начальник либо начальница скажет: о боже мой, так здесь же у меня бриллиант, здесь же у меня талант. Вот, как-то будут новые возможности для вас открываться. Это будет вас радовать, это точно. Так. М. Ну, вот здесь показан человек, который вот по кругу бежит, бежит, бежит. По кругу это все-таки связано с зарабатыванием, потому что как человек не старается, а как-то не может вырваться из каких-то мелких монеточек. То есть страшно много делает человек, а зарабатывает мало, да? Может быть, именно потому, что и бег-то этот по кругу. Одно и то же, одно и то же. Смотрите, здесь этот человек у нас будет вырываться из этого круга. Знаете, как раз и по спирали вверх куда-то прорвался. И здесь наконец-то вы увидите очень большие, очень хорошие деньги. Как вы достойны, да? Такие, как вы достойны действительно иметь и зарабатывать. И как вы достойны жить, это будет реализовываться. Так, смотрите, какой букет шикарный прорисовался. Видно вам? Ну, это у вас на пороге будет кто-то с букетом. Хоть верьте, хоть нет, да? Кто-то будет с букетом к вам. Я думаю, что это, конечно, будет мужчина. Вот, будет вас радовать. Так, вот здесь вот прорисовался ключик. Ключик. И как будто, знаете, странно, но как будто у ключика есть ушки. Ушки у ключика. Ну, во-первых, ключиком мы открываем двери разные, да, мы решаем проблемы наши. А ушки, скорее всего, возможно, вы каким-то образом услышите где-то, да, какую-то информацию придет к вам. Может быть, кто-то решил вопрос похожий такой, как у вас, а вы не знали как, да? Но вы услышите где-то, может быть, в коллективе кто-то будет это рассказывать, где-то в интернете прочтете, да, услышите, прочтете, узнаете, к вам в ушки ваши придет информация, как же решить эту проблему. И вы ее решите. Вот в чем дело. Так. Два человека как-то тянут. Каждый тянет в свою сторону, да. Помните, как лебедь, щука и рак, да, как в такой поучительной истории мы учили когда-то в школе. Только здесь два человека. Вот тянут кардинально в разные стороны, знаете. Так. Здесь какие-то, честно, непримиримые вообще противоречия. Вот да, люди еще будут какое-то время вот это дело тянуть, но в итоге потом вот эта какая-то связь будет разрываться, и оба человека просто вздохнут. Это не скоро будет, но будут люди вздыхать от облегчения и просто понимания, да, но это был не мой человек. И зачем я так вот столько сил, столько энергии вкладывала, да, в эти отношения, в этого человека, если это, ну, нереально не мое, да, ну вообще человек не слышит, не видит, не поддерживает. Вот, да, здесь будете даже, знаете, какие будут мысли, почему я этого не сделала раньше. Вот так. Причем здесь женщина будет принимать решения, как будто устанет, знаете. Может быть, все решения бывают такие, мужчины слабохарактерные, когда все решения принимает женщина. Знаете, ей, возможно, надоело это, да сколько можно, да. Хочется все-таки опоры и рядом настоящего мужчины. Ну вот настоящий мужчина, чтобы рядом был. Поэтому вот этот союз, да, он еще продлится, но он уже трещит по швам. Здесь люди кардинально очень-очень разные. Так. Вот идет у меня здесь прорисовался образ муравья. Это человек, который очень много трудится. И труженик, в общем, да. Так, и даже этот муравей, знаете, как будто так тянет на себе какую-то непосильную ношу, огромное что-то, такую повозку большую. Смотрите, я вижу, что вот эту вот трудность, что ли, или какую-то ситуацию трудную, или даже у кого-то, может, трудная жизнь, вам поможет с вами разделить другой муравей. То есть вы встретите все-таки человека такого, как вы. И то, что вам трудно, вам этот человек поможет. Вы вместе это что-то сделаете. И вы знаете, насколько вам становится легче, вам становится легко, потому что вдвоем вот эту вот, скажем так, ношу, которую вы тянете, вдвоем она не тяжела. Это одному муравью было тяжело, а вдвоем нет. Вот, поэтому здесь кто-то вот
встречаете своего родного человека, с которым вам будет действительно комфортно и, наконец-то, не трудно, а легко. Может быть, какая-то женщина, например, растет деток сама, тяжело, да, и работать надо, и деткам внимание уделить. Вот, и там то одно, то другое, да. А тут встретите человека, который разделит с вами это все. И вам будет легко и счастливо. Так. А вот смотрите, какой образ здесь показан. Стоит человек, и прямо вот вход в портал, да, то есть это точно человек понимает, что если он туда войдет, как раньше не будет, жизнь будет меняться. Человек также понимает, вы понимаете, что жизнь будет меняться к лучшему. Но войти так страшно, да. То ли, например, я не справлюсь, человек думает, да, то, может быть, думает, боже мой, так это у меня будет меньше свободного времени, а я же так его люблю. Вот какой-то такой, а может быть, это связано что-то с таким, знаете, видом деятельности, когда человек становится публичным, и это тоже страшновато, да, чего-то вот и хочется, и колется. Вы знаете, выбор будете делать вы сами, но я хочу сказать, что те люди, которые сделают выбор, конечно, по своему сердцу, войдете, да, вы в этот портал, вы никогда не пожалеете, потому что там совсем другая жизнь, совсем новая, интересная, интересные люди, совсем другие доходы, да. М, Пожалеть вы не пожалеете, но войдет туда не то, что не каждый, а именно тот, во-первых, кто этот портал увидит, вход, да, в эту дверь, и кто решится, конечно. Кто не решится, так вот он будет просто смотреть, как это делают другие. Вот. Ну, главное потом с годами, знаете что, не пожалеть о том, что не вошел в эти открытые двери. Так, идет какая-то волна информации, одна информация, потом другая. Может быть, даже так, что одна другую исключает, да, волнами идут информация. Но в итоге вы будете довольны тому, что вы узнали, когда будет точно уже понятно, какая же информация, допустим, правдива, да, вы будете довольны и счастливы. То есть, ну, значит, в самом начале может такое быть, что будет информация, которую, знаете, как говорят, бабка надвое делила, что, ну, точно нужно все узнать и тогда понимать, что же вам принесли, да, что же вам принесли на хвостике. Вот, сороки. Так, с мужчиной идет развязка в ваших отношениях. Вот он стоит, смотрите, какой большой, широкие плечи, а у женщины за спиной крылышки. Но здесь так скажу, развязка это что значит? Это понятие, понимание, да, что между вами происходит. То есть, может быть, вы вокруг друга просто как бы ходили, шутки-прибаутки, да, все никак не сходились вместе. Но здесь вот за руки держитесь, понимаете? Вот, женщина летает, все нравится, все просто влюблена. Мужчина смотрит только на женщину. Такой акцент вот почему-то на плечи. Наверное, широкоплечие он у вас. Вот, здесь будет как бы открываются люди друг другу, да, какое-то решение будет, признание, может быть, будет. Вот такой момент идет. Ну, кто-то будет определяться. Либо вот просто переход на какой-то новый уровень, смотря на каком уровне вы находитесь сейчас. Так, как будто человек уселся в кресло, хотел в это кресло, а потом понимает, что ему оно велико, ему там некомфортно, и хочет уйти, и все-таки уходит. Смотрите, здесь может быть кто-то действительно что-то начнет немножко рано. Может быть, да, знаете, без положенной информации бизнес захотите открыть, да, ну, что-то такое. Но такое ощущение все-таки, что вы примеряете только это кресло, примеряете. И понимаете, что оно не по вам, да? Вы придете туда еще раз, когда оно будет по вам, подходить вам. Что для этого? Что-то вы будете делать для этого, да, если вы хотите сесть в это кресло. Вот, ну, как бы позже. Вот сейчас вам надо время, скорее всего, чтобы как-то подрасти, дорасти до этого кресла. Вот. Идет у кого-то кардинальный поворот в жизни. Вы знаете, вы встретите человека своего и быстро очень поймете, что вы друг другу подходите. Между вами могут быть даже расстояния, даже километры. Но вот это понимание, что это мое,
также даст вам понимание, что это не важно. И это действительно не важно, когда у людей э, есть ощущение, да, что это мой человек, все остальное становится неважным, все преодолимо. С той стороны, с другой, я вижу, что у мужчины точно такое же чувство. Он вам об этом скажет. Вот. Между вами, да, может быть целые страны, может быть города, может быть вы живете в одной стране, но в разных городах. Вы это будете все преодолевать, будете вместе с этим человеком. Вот прямо над вами, знаете, как будто знак такой стоит, как воля судьбы. То есть, ну вот вы четко идете друг к другу по судьбе. Может быть, вы только встретите этого человека, может быть, он уже есть в вашей жизни. Вот. И придет такое осознание. Причем оно придет как бы параллельно, одновременно. Так. Какой-то человек стоит, вот просит. Один человек что-то просит у другого. Вы знаете, пройдет некоторое время, вот эти два человека будут меняться местами. То есть один станет тем, кто может что-то сделать, либо дать, а другой станет просителем. Вот так бывает. Ну что ж, может быть, это про карьерные дела, да? Кто-то пойдет на повышение, а кто-то и наоборот. Так тоже бывает. Вот. Идет большое изобилие в жизнь. Большое изобилие. Когда вот все есть, все, что вы только пожелаете, вы сможете иметь, приобрести, скажем, да. Так. И как будто вначале, вы знаете, человек будет очень много просто бездумно как-то тратить. Чуть ли не все подряд и всем подряд. Там, всем подружкам, всем родным и себе, все, что только понравилось. Вот. Но потом, когда человек понимает, что вот не скудеет этот источник, да, он не оскудеет. Человек, ну, перестает вот так вот транжирить просто направо и налево и нормально уже живет, да, что хочется, то и купит, но не так, что прямо все подряд. Так, ну это прямо золотая жила у кого-то открывается, любимые мои. Может быть, источник дохода такой шикарный, да, какой-то работа. Может быть, мужчина у вас будет богатый, да, который будет вот вам давать, давать и давать. Может быть, наследство получите. Тут уж у всех как бы по-разному. Так, а вот смотрите, два человека, которые между собой построили ледяную стену, стена из льда. Это, конечно, у нас блокировки, это у нас вот обиды какие-то, да, стена из льда стоит, но она же из льда, а лед у нас что делает? Тает. Вот благодаря этим двум горячим сердцам лед этот растает, и не будет этой стены между вами, понимаете? Потому что ваши сердца друг к другу горячи. Но здесь будет примирение у кого-то, принятие другого человека, понимание, взаимопонимание. Вот такие моменты показаны. Любимые мои, вот незаметно столько информации пришло сегодня. Я даже не заметила, что это так долго. Уже 18 минут у нас получилось это видео. Любимые мои, спасибо за то, что вы со мной. Не забудьте, пожалуйста, подписка, лайк, комментарий. Так вы меня поддерживаете. Поддерживайте мой канал, да, чтобы он развивался, чтобы он рос. И спасибо вам, любимая, я вас обожаю. И до новых встреч. Пускай у вас все будет хорошо и замечательно.